Итак, давайте начнем с самого первого: демократический или республиканский штат. Сразу скажу, что мы лично даже не рассматривали республиканский штат. То есть мы с самого начала знали, что мы поедем только в демократические штаты. И, кстати, я недавно просматривала разные каналы русскоязычных людей, живущих в Америке, и на одном из каналов мне попалось такое заявление тоже о том, как выбрать место для жизни. Они говорили, что ни в коем случае не езжайте в демократические штаты, выбирайте республиканские, потому что они дешевле и потому что ментальность там ближе к ментальности людей из СНГ. Ну, мне сложно поспорить с этими двумя аргументами. Там действительно в среднем дешевле, и там действительно в среднем ментальность ближе к людям из СНГ, но не факт, что вам это будет в плюс, если вы иммигрант, потому что в последнее время особенно с момента избрания Трампа в стране очень сильно усиливается ненависть и разобщенность общества. И еще один аспект, что люди в таком разобщенном и потерянном состоянии ищут вокруг себя врагов. И врагами могут быть представители ЛГБТ, могут быть представители каких-то определенных рас или цветов кожи, и в том числе врагами могут быть иммигранты. Мы иммигранты. И мы видели это еще, когда мы не были в Америке, мы видели, как постепенно идет закручивание гаек в республиканских штатах, начиная от запретов абортов, навязывания религии и каких-то традиционных ценностей, запрета определенной литературы в школьных библиотеках. И не то, чтобы все это напрямую касается нас, но пожив в стране, в которой постепенно закручивались гайки, и все это начиналось с мелочей и доходило до очень жестоких вещей, мы для себя понимали, что все это может приводить к очень плачевным последствиям, и ехать туда нам не хотелось. Более того, когда мы приехали сюда, в Америку, мы много общались с различными людьми, и все из них говорили об вот этом усилении насилия, усилении разобщенности в обществе. Особенно наши друзья и коллеги, которые не являются белыми, например, иммигранты из Индии или из Азии, те, которые жили в стране еще до Трампа, говорили о том, что они чувствовали себя намного безопаснее, а в момент, когда к власти пришел Трамп, ситуация эскалировалась, причем намного быстрее, чем они этого ожидали. Они перестали себя чувствовать безопасно, они стали слышать намного больше случаев нападения на представителей их рас. И сейчас с приходом Байдена ситуация немножко изменилась, но не сильно. И при этом, знаете, когда мы ехали в Америку, я слушала Михаила Портнова, и Михаил Портнов говорил о том, что вот, допустим, мы, люди из стран бывшего СНГ, приезжая в Америку, думаем о том, что мы белые. Но на самом деле это не так. И я помню, что Трамп, в том числе в какой-то момент, когда он еще был президентом, высказывался о том, что Америке нужны иммигранты из хороших стран. И под хорошими странами он подразумевал страны Западной Европы. То есть он хотел больше иммигрантов из Западной Европы и никаких других стран. И СНГ как бы в списке хороших стран не было. И опять же, я говорю, мы когда ехали, мы думали, что к нам будут относиться именно так, что мы мало чем отличаемся от других нежелательных иммигрантов с точки зрения вот этих вот представителей радикально консервативных слоев населения, чем азиаты или иммигранты из Индии. Оказалось, что это немножко не так. Приезжая, допустим, в какие-то маленькие города, которые голосуют сильно республикански, мы можем посмотреть это по картам, то есть есть карты распределения по округам, где люди голосуют. И когда мы приезжаем в такие сильно красные республиканские места, мы чувствуем себя чуть менее безопасно, чем в больших демократических городах, например, в Сиэтле, где мы живем. Но в то же время я понимаю, что мне в этом городе намного безопаснее находиться, чем моему коллеге из Индии. И если честно, сам этот факт вызывает у меня отвращение и нежелание ехать в такие места. И, как я уже сказала, маленькие города здесь очень часто республиканские, вне зависимости, находитесь ли вы в демократическом или в республиканском штате. И поэтому, допустим, мы не рассматривали маленькие города даже в сильно демократическом штате, как наш штат Вашингтон. Но в то же время, живя в демократическом штате, вы защищены демократическими законами. То есть, допустим, живя в штате Вашингтон, мы более-менее спокойны, что здесь не
отменят аборты. В республиканских штатах такого гарантировать нельзя. То есть я вижу, что действительно большое количество представителей IT и более либеральных людей уехало в такие штаты, как Флорида и Техас, особенно с наступлением пандемии, потому что там дешевле жить, потому что там дешевле купить недвижимость и потому что это развивающиеся города. То есть большие города в этих штатах действительно быстро развиваются, туда приезжает большое количество людей. И в Техасе, допустим, большие компании строят технопарки. То есть Amazon сейчас имеет огромные офисы в Техасе, и строительство все продолжается. Но, несмотря на все это, нам туда ехать не очень хочется. И опять же, такой забавный показатель: в Штатах люди довольно часто вывешивают различные флаги. Таким образом, они высказывают какую-то свою позицию. И, допустим, в Сиэтле, в районе Сиэтла, где мы живем, можно увидеть огромное количество флагов. То есть, мне кажется, там 2-3 дома из 10 будут иметь какой-то флаг. И у нас это флаги Украины, допустим, очень много людей поддерживают Украину, или ЛГБТ-флаги, или БЛМ, люди, которые поддерживают темнокожее население и прочее. То есть это какая-то политическая позиция, люди высказывают свою позицию таким образом. Но когда вы приезжаете в маленькие города, которые сильно республиканские, не все из них, но некоторые, вы видите огромное количество американских флагов. И, в принципе, в американском флаге ничего такого нет, если этот флаг висит, допустим, на здании администрации или на доме человека, который работает в государственном управлении. Но когда такие флаги висят на домах обычных людей, это какое-то заявление. И обычно люди вывешивают флаги, когда они хотят поддержать какую-то прослойку населения или какую-то страну, на которую нападают. На Америку, как вы знаете, в данный момент никто не нападает. И месседж, который эти люди пытаются донести, это то, что они действительно чувствуют, что Америка под угрозой. Будь то угроза от иммигрантов или угроза их традиционным ценностям. Но когда мы приезжаем в места и видим в них большое количество американских флагов, если честно, мы начинаем думать, что нам небезопасно в этих местах находиться. И последний момент, который, наверное, я хотела бы сказать по поводу выбора штата, очень неожиданный для нас момент. Это то, что даже в демократических штатах, в некоторых больших городах, вы можете увидеть очень сильную сегрегацию. То есть, когда мы приехали в Нью-Йорк, мы были абсолютно шокированы тем, что вы можете приехать на какую-то станцию метро и увидеть, что большинство людей, которые ожидают поезда на этой станции, они представители какой-то определенной расы. То есть это могут быть темнокожие люди, а на другой станции это могут быть латинос, а на третьей станции это могут быть азиаты. И это показывает, что большое количество людей живет в районах, где состав людей довольно мононациональный. И это обусловлено, к сожалению, очень непростой историей Америки, историей сегрегации. Сейчас сегрегации как таковой официальной нет, но все равно она остается. В некоторых местах цены на жилье являются запретительными, и поэтому люди определенных рас селятся в определенных местах. В некоторых местах они сами выбирают жить внутри своей собственной расы, своей коммунной, и, если честно, нам это не нравится. То есть мне кажется, что наиболее здоровое общество — это когда все живут вместе. И вот что мне нравится действительно в Сиэтле и в Калифорнии в том числе, что здесь в больших городах население очень сильно смешанное. То есть в районе, где мы живем, живут люди абсолютно разных рас, абсолютно разных возрастов, социальных слоев. У нас 8 соседей, и минимум 5 рас, наверное, среди них присутствует. И нам действительно это очень нравится. Хочу упомянуть, конечно, минус больших демократических городов, который отталкивает большое количество людей. Это бездомные, принимающие наркотики и не только, мусорящие в больших городах и так далее. Действительно, в таких городах, как Сиэтл, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Портленд, Орегон, огромное количество бездомных на улицах, есть палаточные городки, соответствующий запах и так далее. Я могу сказать, что в основном это происходит в центрах больших городов, то есть если вы чуть-чуть отъедете от центра, этого не будет. И мы, например, когда мы приехали первый год, мы прожили на съемной квартире в самом центре города, и да, у нас под окнами
окнами стоял палаточный городок бездомных, и, ну, скажем так, это было неприятно и не всегда очень безопасно. Через год мы уехали в район подальше, сейчас нам где-то минут 15-20 на машине до центра города, и в нашем районе, наверное, во всем районе я видела одного или двух бездомных. Но это, да, это то, о чем нужно помнить. В демократических городах существует закон, по которому никакого человека не могут задержать органы правопорядка, если он не наносит прямого вреда окружающим.